привет! Мы начинаем с вами наш второй влог. Все, кто в предыдущем влоге ждали Калининграда, возрадуйтесь, он будет в этом. Но я не покажу вам Калининград типичный, который вы смотрите в большинстве влогов о Калининграде. То есть там рыбная деревня, что вам еще показывают, Зеленоградск, Светлогорск, вот это вот все забудьте. Если вам нужна база по Калининграду, это не этот влог. Я, так как в Калининграде бываю очень часто, у меня здесь живет семья, мы знаем Калининград такой туристически бытовой, и я с вами хочу поделиться не типичным Калининградом, а своим. Поэтому, если вы хотите какие-то новые прикольные места именно в самом Калининграде, то этот влог для вас. По области у нас будет или следующий влог, или через один, так как сегодня приезжает папа, а когда приезжает папа, это значит, что мы едем гонять по области вдоль и поперек. Поэтому и сегодня будет интересно, и дальше будет интересно, так что не переключайтесь. Ну что, привет в калининградском влоге. Я могла вас вести в какое-нибудь типичное туристическое место, но я вам показываю правду, как у нас тут проходит. Первое, куда мы сегодня очутились, это готово. Я вам скину, как здесь потрясающе выглядит еда. Это одна из моих любимых вещей, когда я приезжаю домой. Нормальная вкусная еда везде. Часто разговоры, типа, что в России по одежде, носить нечего. Ну вот я вам покажу то, что я мерила и цены. Это, ну то есть нам нужно, чтобы в евро перевести. Это, ну, типа 30 евро. Евро сейчас примерно по 100. Костюм я померю, покажу вам, он что-то в районе десятки, то есть около 100 евро. Что касаемо одежды, я была не права. Смотрите, какая схема работает. Калининград – это не центральная Россия, и поэтому цены здесь отличаются. Мы с вами поедем на следующей неделе в Питер, и я посравниваю цены на базовые продукты, чтобы вот, ну, самой ощутить разницу и понять, насколько она есть. Поэтому, если вы приехали не на недельку, и у вас есть временные возможности, то закажите то же самое на Озоне или на Wildberries. Мы проверяли на разные позиции, разная разница в цене. Где-то может быть и в 50%, где-то может быть там в 200-300 рублей. Поэтому, если вам нужна именно одежда, и вы четко понимаете, что вы хотите, как только вы понимаете, что у вас есть конкретный адрес, то вы можете заказывать себе уже продукцию там на Озон, на Wildberries, где вам нравится. Нам нравится на Wildberries, это вы чуть позже увидите. Так, мы с вами прогулкой добрались до музея Мирового океана. Если вы смотрели миллион роликов про Калининград, то вы эту локацию знаете. Но сегодня из прикольного в этот шар можно попасть. Он открылся совсем недавно. И, возможно, если мы сейчас поймем, как, мы с вами в этот шар сходим. А пока ловите кадры с корабликами, и, возможно, я вам сейчас вставлю кадры моих девочек. Корабль, который они главным тут считают, это Витязь, вот он. Я его не очень люблю, он прям попсовый, вот на него все ходят. Корабль, на который очень хочу сходить, это Пацаев. Видите, у него сколько всякой техники закреплено. И вот на него прямо любопытно. И когда я сюда хожу, мне вот обязательно к нему сходить надо. А вот они. Смотрите. Кого я вам хотела показать. Ну что, вы людям показываться будете лапкой махать? Вон, они помахали вам лапкой. Я сначала думала сделать это видео а-ля какие-то нетуристические места или показать, как мы вообще живем в Калининграде. Но я решила, что я просто буду снимать какие-то моменты прикольные, интересные. Потому что вот сейчас мы, допустим, супер прикольную штуку нашли. Вон, смотрите, какая пушка. Мы случайно нашли хлебзавод, с него офигеть как пахнет хлебом. А у него еще есть кафешка «Хлебушек». И вот мы в «Хлебушке» взяли себе вкусняшек. Сейчас я вам покажу вообще, как хлебушек внутри выглядит. И каких вкусняшек мои в себе взяли. Смотрите, сколько всего. У меня в таких местах разбегаются глаза. Я всегда не знаю, чего я хочу. Мне прямо плохо становится. Зацените. Ляпота. Да, вот. Подожди, а где Давай. магнолия? Вот там, Видите, она вот ищет туда. магнолию. Она знает все деревья в городе. И сегодня она нам покажет, что цветет или не цветет. Она вообще всегда их всех проверяет, как у них дела. Чтобы вы понимали, что я не шучу, она попросила меня вернуться и снять вам красивые цветочки, раз рядом с которыми мы стояли.
Ну а цветочки действительно красивые, мама не соврала. Мне особенно сиреневые вот эти нравятся. Знаете, у нас в семье такая тема есть, что кто-то что-то интересное рассказывает, мы говорим, иди снимай, выкладывай. Папа куда-нибудь какое-нибудь место прикольное отыскал, мы такие, выложи людям, покажи. Мама что-нибудь нашла, мы такие, выложи. И теперь, как минимум для Калининграда, у нас есть мой влог, в который мы это все сможем выкладывать, и эта ценность никуда не пропадет. Ей еще нет 30, а она уже с фоткой меня, с фоткой. И цветы уже говорят, потому что нам есть в кого. Да? В нее. Ну, видите, какие они у меня сладкие. И вы смотрите, она же была права. Мы дошли до магнолии, которая цветет. Да, и вот она знала, что оно всегда раньше распускается. Да? Ты все знала? Да. Что было? Какое сегодня число? 13-е? 13-е. Поздно было. Ой, как красиво. Как удачно Гульнас Вакифовна решила прислать свои фотографии. Нам есть В чем. органном зале была. Но магнолия же круче, чем поход в органный зал. Это та карта, которой можно крыть. Да. Давай заодно Ну, смотрите, какие. Мои еще немного стесняются, ну, я немного стесняюсь, поэтому мама попросила снять вам куст форзеции. Я теперь знаю, как это называется. Она в Чехии везде цветет. И тут есть. В общем, это форзеция. Мама попросила показать вам куст, а мы идем к следующему. Это на самом деле очень интересно, как влог, который еще не выложился, уже меняет нашу жизнь. Я с прошлым влогом, я уже в процессе понимала, что нужно делать по-другому. Я уже в процессе стала говорить больше, меньше бояться говорить на улице. И там и Олега видно, что он сначала стеснялся такой, а потом уже сам такой, смотри, я с кошкой обнимаюсь. И сейчас с моими, я думаю, будет такая же история. Они сначала будут стесняться, а потом их от камеры не оттащишь. И это очень ценно, когда у тебя есть такая поддержка от семьи, и никто не говорит, а что за херней ты страдаешь. Мы вообще с вами живем и находимся в самом исторически сохранившемся районе в Калининграде, это Амалинау. То есть вот мы 5 минут от дома отошли, у нас уже есть исторические домики. Фактически это один из районов, в которые приезжают туристы автобусами. Если я увижу, я вам кину кадр. И в этом районе мы живем, и мне очень здорово, что я могу вам его показать, и мне не надо никуда ехать. Мама нашла вам вторую калининградскую магнолию. Если вам нужна точка на карте, то вы мне скажите, чтобы я знала, что вам интересно. Мы еще пойдем посмотреть на нее, когда она зацветет. Я вам когда про историческую застройку говорю, я говорю вот про что-то подобное. Вот самая туристическая площадь, и чтобы вы понимали, что я не шучу про наплыв туристов, вот они. Я обожаю нашу локацию, потому что у нас близко все. Вот тут магазин, вот тут Wildberries, который я пойду с заказом. Сейчас мусор вынесу. А вообще я иду в пижаме, потому что все супер близко, супер удобно. Сейчас я в парикмахерскую зайду и запишусь на педикюр. Из необычного в Калининграде очень странная мусорная система. Мы жили в нескольких квартирах. И вот ты просто подходишь, причем не обязательно у твоего дома будет эта мусорка. Она может быть на несколько домов. И вот так вот чешешь в тапках, кидаешь мусор. Так, мы же с вами были в Wildberries, я же вам его показывала. Там много всего пришло, я вам хочу показать конкретно вот эту штуку, потому что в ней я уверена. Не реклама, мы еще слишком маленький блог за то, чтобы нам что-то за это платили, но мы блески от этого, от Glow.me. У нас вся семья ими пользуется, я подружкам всем дарю. Это у них обновление вышло. Смотрите, как красиво. Причем оно стоило что-то около 2500 рублей. А составы у них очень классные. То есть вот это вот пептидные блески. Мы сейчас определим, какие цвета кому. И дальше я вам уже покажу, что как наносится. Вот эта вот вся история. То, что я отрыла сейчас его не с первого раза у сестры в бомбере, говорит о том, что он зашел. Смотрите, мы взяли третий цвет. Вот этот. Вот. Он пахнет сгущенкой. С одной стороны, вот в начале это прямо вкусный запах такой карамельный, но на постоянку он тяжелый. Я сейчас не в нем специально, чтобы показать вам разницу.
Это уже у них два таких чуть более светлых, эти два понасыщеннее, вот. Сейчас я вот в нем буду сидеть, снимать еще какие-нибудь кусочки, вы посмотрите, что кого как. Он прямо видно, что у него есть цвет, и при этом у него очень хороший состав, что мне нравится. Как я определяю, хороший ли у него состав? Все реже и реже нужно использовать средства с каждым разом. Вот для меня это критерий того, что средство работает, а не просто вазелин на губы мазать. Сегодня будний день. Я пошла на то же озеро, где вчера была куча людей, и мы даже ушли отсюда. Сейчас я вам покажу эту тишину, пустоту, красоту и гармонию. Ну вот просто посмотрите на это. Тишь, гладь, пушек, благодать. Людей почти нет. Здесь никогда не бывает, чтобы не было людей, потому что это парк для выгула собак. В Калининграде вообще культ собак и хозяев, похожих на этих собак. И это всегда очень мило, когда они выгуливают своих пёселей. Я вам стесняюсь снимать, когда я вижу интересных людей или интересных собак, или людей, похожих на собак, или собак, похожих на людей. Я не могу, это просто любимый вид развлечения. Взять где-нибудь вот в том углу, или в левом, или в правом углу какой-нибудь напиточек и залипать на чаечек. И кайф. Смотри, вот она, эта мелкая чешская крыса. Добежала до меня, добежала. Почесала. Куда бежит сладкая собака? Просто посмотрите, как жизнь течет размеренно. Вон парочка целуется. Вон семья с детьми, вон мужчина книжку читает. Вон дети на самокатах бегают. Кайф. Но мы с вами охотимся на моих любимых персонажей. Это люди с собаками. Ну что, вы мне скажете, что они не похожи? Я знаю, что много кто едет в Россию и кайфует от качества продуктов. И вот я решила, что вам нужно записывать и то, что мы берем и почему мы берем. Зеленуха просто берем, майонез просто берем. А это, так, волос, нет волоса. Это то, что вам точно надо брать, если вы приехали. По поводу зефира я просто очень много слышала, и я обожаю зефир. И это зефир для России дорогой. Он типа что-то 179 рублей мне в чеке вышел. Сейчас я вам чек взяла, я научилась. Чек у нас, вот он. Зефир молочный, да, 179. Еще вон, без скидки он 199, как пачка майонеза. А йогурты, вот если вы хотите молочку вкусную попробовать, то это только вот эта марка. Я вам когда открою, там ягоды будут цельные. Еще на молочку имейте в виду, что вот эти вот коды на молочку считывается не вот такой штрих-код, а вот здесь он тоже как на молочку. А вот такая марка. У вас иначе товар не пропустят. У нас с вами светлое апрельское утро. Теплое светлое апрельское утро. И мы идем в зал. Почему мы идем в зал? Потому что я всегда в любом месте, если я остаюсь больше, чем на неделю, то я беру себе зал, потому что иначе, во-первых, у меня пойдет крыша с моей ментальной работой, а во-вторых, мой результат в теле упадет. У меня и так нормальная последняя тренировка была в прошлый понедельник, а сегодня вторник, и мне уже некомфортно. Поэтому есть люди, которые несутся в зал из серии «О боже, ужас», а я бегу, потому что у меня уже спинка просит, тело просит. О, во-первых, мы нашли новую магнолию, я вам сейчас ее покажу. А во-вторых, я здесь уже испробовала 2 зала. Один такой супер домашний, второй супер крутой. И вот сейчас хочу пробовать в 3-й, потому что ни один из этих 2 залов мне прямо 100% не зашел. А вот вам перерыв на магнолию. Смотрите, как цветет. Это вот сейчас еще... Вот уже сегодня плюс 20, еще пару дней, и я думаю, мы тут будем ее наблюдать. Возвращаемся к вопросу местной архитектуры. Вот это тоже все историческая постройка. Разумеется, она есть похуже, получше, ну, как более отреставрированная, менее отреставрированная. Но вот исторические здания есть только в Амалиенау. Возможно, когда приедет папа. Мы с вами проедем мимо какого-нибудь Балт-района, где я вам покажу дома поновее, которые, ну, вот вообще не то. А что я вам только один дом показываю? Вот напротив тоже чуть более отреставрированная историческая застройка. На меня всегда мурашит от мысли, что вот из таких домиков, вот плюшевых, кукольных, которых кажется, что жил кто-то очень давно, выходят настоящие
настоящие люди. И они живут в этих квартирах. Я вам женскую раздевалку снимать не буду. Посмотрите, как все добротно. Даже в туалете. Короче, за 2 900 в месяц, за 8 тренировок. Мне даже уже здесь нравится. Я вам и себе на таймлапсик записала кусочек тренировки, чтобы вы посмотрели, что мы вообще делаем. Сейчас смотрю, что приседаю не очень, можно сильнее. Но вообще это первая тренировка не с тренером, а с чатом GPT. И я дико довольна, но про это чуть попозже. Если вкратце, то зал тебе понравился. Тренировка моя мне тоже понравилась. Мой любимый ритуал — взять себе протеина после тренировки и пойти домой его посасывать. Вам цена на протеин в рублях, смотрите. Не знаю, какой из них у меня, но знаю, что клубничный. Попробовала, вкусненько. Так как мне понравилось, я взяла абонемент. Вот вам как называется клуб. И то, что я хотела сказать вам, я вспомнила, это про цены. В общем, самый дорогой абонемент у них стоит 3 800 в рублях. Это 12 тренировок самостоятельных. Они сказали, что у них нету ограничений по визитам. То есть по ограничению длительности времени визита. То есть ты можешь прийти, у них есть групповые тренировки, у них есть сауна, у них есть бассейн, и ты можешь туда чуть ли не на полдня забуриться и протусить там. Поэтому цена, по-моему, вообще сказочная, учитывая, что прошлый абонемент в прошлый зал примерно с этими же условиями стоил мне около 10 тысяч рублей в месяц, и там еще какая-то скидка была. Поэтому, если вы занимаетесь и вы думали, приезжая в Калининград, ну какой вкусный, откладывать тренировки, я прямо настоятельно не советую это делать, потому что это не сильно дорого по деньгам, а ваше тело скажет вам спасибо за то, что вы посвятили ему силы и время. Смотрите, вот я вышла и сразу какой лесопарчик. До дома идти меньше 10 минут, что вообще для меня идеально. Лет примерно пару дней назад я узнала, что спаржа — это, блин, не спаржа, что это соя. Смотрите, до чего техника дошла. Они поняли, что это картошка, и сказали, что это картошка. Не надо искать никаких дебильных цифр. Еще из неочевидного и невиданного мы там в Европе субсидии на конкретную категорию товаров. На C2 и на C1 есть субсидия, а на C0 нет. И они стоят, мы смотрели, что-то 140 рублей, боюсь сейчас соврать. Также из забавного есть чешское пиво, как они пишут. Но то, что вот мы с мужем, с папой проверяли, во-первых, у них производство какое-нибудь Подмосковье, вон, смотрите, Бочкарев в Питере. И то, что пробовали, ну, вкус не тот, так что на всякий. Чешское пиво совсем не чешское. Помните, я вам обещала показать в йогуртах от этой фирмы? Вот, сколько там фруктов. Вон, видите, там прямо кусочки. Мама, покажи черничный, который я вам показывала. Так, подожди. Вот. Вот поэтому мы берем именно их. Так, привет, смотрите, у нас 17 апреля, у нас очень тепло. Я решила вам показать одно из самых часто посещаемых мест мной в России. Это массажик. Здесь это кратно дешевле, чем скажите мне, в Европе. То есть, если там сеанс массажа будет стоить 30-40 евро, то здесь он будет стоить около 15 евро. Поэтому я здесь отхаживаю всегда, когда приезжаю курсом, чтобы моя спинка чувствовала себя прекрасно. И вот вам еще одна из неочевидных калининградских достопримечательностей. Я люблю заковырки, я люблю прикольные штуки. Я люблю то, что в путеводителях не покажут. Поэтому, если это ваш вайб, сейчас мы с вами еще до одной такой штуки дойдем. Мы все хотим сюда на концерт попасть, а тут и кофейня открылась, и большой пасхальный концерт под открытым небом. Боже мой. И все, вот у них есть группа с этими концертами. Я все не могу попасть, но, возможно, в этот раз мы с вами туда попадем. Я люблю вот такие вот штуковины. Это фреска, которая здесь была вообще до того, как здесь было все. И рядом с ней, слышите, я перекрикиваю водопад. И благодаря тому, что здесь Геркулес, вот это вот здание называется Геркулес, по нему вы эту фреску очень легко найдете. А пока просто посмотрите на мое любимое состояние природы. Вот мне дальше распускаться, темнозеленеть, вот не надо. Вот это ровно так, как должно быть. И звенящая тишина. Пока иду по тихим кустам, расскажу вам, где мы вообще здесь все это находим. Массажистку нашел папа, мы к ней всей семьей ходим. Какие-то еще вещи, а-ля там тот же тренер. Чего мы только не находили на Авито. Мы покупали концертные билеты.
очень-очень много всего здесь можно решить. Блин, думаю, в какую сторону лучше пойти. Давайте так, на Авито. То есть, если вот вам что-то в голове придумалось, проверьте сначала там. Мы какие-то пряники заказывали, я уже не помню. И так, во-первых, вы сможете увидеть отзывы, а во-вторых, вы будете защищены. Не реклама Авито, это с билетами на концерт. И то есть ты же, когда покупаешь, ты сомневаешься, оригинальные ли билеты, пройдут ли они. И нам сама женщина, которая продавала, объяснила, что мне невыгодно вам продать плохие билеты, потому что вы на меня напишите плохой отзыв, и меня заблокируют. То есть ваша сама площадка бережет от того, чтобы вас обманули. Я сейчас в Питер поеду, и жилье мы тоже снимем на Авито. Поэтому ответ на любой вопрос, где мы все взяли, 99,9. Или Авито, или Wildberries. Вот. Так, привет. У нас с вами сегодня суббота. Это семейный выходной. Единственное, у нас мама, ой, как свет здесь хорошо, вот здесь вот постою, работает до часу, и поэтому обычно мелкая у нас спит, а у меня сегодня есть миссия. Я иду за куличами. Я вам честно скажу, мы один кулич уже попробовали, аргументировали его маме тем, что он кулич начинка и вообще не кулич, а кекс. Он был прикольный, мы подсняли немножечко, я вам, видимо, после вставлю кадры, но сегодня мама позвонила и сказала, что надо срочно бежать в Русский Хлеб, пока все не разобрали, ей они там очень понравились. Ну вот мы с вами и бежим. Смотрите, какая красота, настоящая весна. А завтра будет уже сильно холоднее. А там еще мужчина с собаками поймал. Пока я неспешно прогуливаюсь за куличами, так как время 8:53 и суббота, покажу вам наш район Ясной. То, что вы видите, это музыкальный театр. Мы там были, там и внутри прикольно, и постановки классные. Но советую идти на детские постановки, потому что взрослые слишком драматичные. Смотрите на эту капитанскую дочку. Она Чичикова. Мне даже на плакаты страшно смотреть. Мы были на Хоакине, боюсь ошибиться в формулировке. И было прямо так, что мы потом в себя приходили. Поэтому здесь только детские. Так, ну все, мы с вами дошли. Вот он, Русский Хлеб. Их много по всему городу. Вам не обязательно идти в этот. И здесь много всякого вкусного. То есть даже если не куличи, вы в Калининграде и куда-то за булочкой, вот сюда моца. Так, вот мы с вами затарились двумя куличами. Но я немножко нарушу правила. Я покажу вам одно из туристических мест, которое находится у нас на районе. Это кафе Хомлин, я его обожаю. У нас с Анютой оттуда кольца парные. И вообще там такая атмосфера обалденная. Если вот написано идти туда, вот прям идите, не сомневайтесь. Выпейте чашечку чего-нибудь. Все очень продумано. Смотрите, какие мышки. Как бы, что это вообще за кафе такое, и почему там мышки? В Калининграде есть свои персонажи, вот эти вот маленькие, типа домовых. Ну, хоум, они есть хомлины. Как во Вроцлаве вы можете видеть, допустим, у них там эти гномики. Мы за ними с мужем гонялись целую вечность. Вот здесь есть такие же персонажи, раскиданные по всему городу. А это дом этих хомлинов. И он собранный по всем отсылкам, легендам, сказаниям, поверьям про них. Хотя хомлины довольно не старые персонажи, то есть они годов с 10-х. Но там сейчас такой любовью сделано, что вот на чашечку чего-нибудь туда точно стоит заглянуть, если вы по пути. Если мы туда решим сходить, я вам вставлю кадры, как там внутри. Если нет, то просто знайте, что это очень классное место. Если вы думали, что дня селедки не существует или что я шучу, день селедки, день селедки. Любители селедки. Ну нет, они не любители селедки. Главный любитель селедки в доме — это я. Поэтому я сюда всех и выперла. Мы в прошлый раз брали, это офигенно вкусно. Это не картины, это пряники. До последнего думали, что день селедки это шутка какая-то. А в итоге оказалось, что это какой-то очень старый праздник начала рыболовецкой деятельности в Калининграде. И его вот так широко отмечают с 2000 какого-то там года.
Посмотрите, как широко его отмечают. Вот вы видели всю эту толпу. Там много мест, куда можно и нельзя ходить, но сейчас покажу, куда надо. Надо, короче, вот если вот это видите, это надо. Я с прошлого года мечтаю об этом смарагдороге. Я вам сейчас покажу, как он по-русски называется. Селедочка один раз Вот, без смотрите, лука. как красиво. Вот надо брать вот первое. Не купит. Селедочный мавидрок сестра. Вон, смотрите, вводит. Номера карты. А там, по-моему, Это дальше не шедевр. можно взять. Шедевр. Слушай, часть. Шедевр. Переселенки. Одна из удивительных вещей, это то, как подъезжают трамваи. Чтобы вы сейчас понимали, вот трамвай ждет, чтобы вот в эти вот линии въехать, и чтобы мы под проезжей части в него пошли. Сейчас мы с вами вместе это будем наблюдать. Ориентируясь в Калининграде, это самый центр. И нигде указателя, что это остановка, нет. Вот он, подъехал. Сейчас все машины будут останавливаться, а мы чешем на остановку. Вот машины стоят, а мы чешем на трамвайную остановку. Вернее, вовнутрь трамвая. Где-то примерно в этот миг я поняла, что Пасха все-таки сегодня, а не на следующей неделе. И мы пошли в первый раз за кучу лет вместе красить яйца. Я могу много говорить, наложить звук, но вот просто послушайте 5 минут наш вайб. Привет, Дзэнь-Юй. Чего? О, вот он. Ты сегодня разговорчивый. Скоро состоится завтрак в западном полушарии, и я репетирую. О, Статья днем светлой Пасхи. Так этого яйца. Наклеишь? Бабушка, наклеишь? Вот видите, я сейчас поставлю воду, тут же сидит. Нет, нормально. Ну вот эти же, вот видишь, вот такие. Вот они идут по поверхности. Нет, это потому что перфорированные, а эти плоские, тут уже очевидные вещи. Так, очевидные. Будем резать. Практически Катя Белочек. Ну как он там режется? Плохо-неплохо режется. Давай нам разрез. Сейчас пока не могу. Вау! Я, короче, до последнего не была уверена, что окажусь здесь, но мы встали, и мы идем смотреть на крестный ход нашего дома Куличей. Ха-ха. 1000 лет уже Пасху не отмечали по-человечески. Я на крестном ходе была, наверное, лет 10 назад. Так что мне страшно любопытно, а церковь у нас вот эта роскошная находится прямо под домом, буквально в 5 минутах. Поэтому мы поспали, поставили себе будильничек, стали силами и почесали. Я не знаю, насколько уместно буду что-то поснимать внутри, но я очень постараюсь. Что церковь, ну смотрите, вот просто царская. Мы немножко побыли на службе, потом нас вытащили на улицу. А что было потом, лучше смотреть без моих комментариев. Церковь не дала уместно вам снять, вот пока все заходят, сняла. Смотрите, какая церковь красивая. Так, вот мы с вами в очередной раз, я бы даже сказала конкретно, в 3-й раз выходим из этого зала. И я хочу с вами поделиться своим опытом. Не зала, а тренировок с чатом GPT. Я сейчас очень много работаю с искусственным интеллектом. Один из проектов, с которым я работаю, связан с искусственным интеллектом. И поэтому я стала с этим играться. И, во-первых, это очень помогает мне в работе, но я не додумывалась применять это в жизни. Ну, как-то, знаете, я думала, что я не превращусь в ту самую, которая все решает с чатом GPT. Спойлер, теперь это я. Короче, я 3 раза потренировалась с ним. Почему я сменила обычного тренера на GPT? Она довольно сильно подняла цену. Я понимаю, что нет.
мне некомфортно психологически больше, что я знаю, что это может стоить дешевле, зачем я за это буду платить дороже. Логично? Логично, я тоже так считаю. И поэтому я решила просто попробовать. Думала, что я в этом зале найду тренера, буду заниматься с ним, когда я здесь физически, когда я в Праге онлайн. Но в итоге пока все складывается таким образом, что меня полностью устраивает ChatGPT. Мы с ним по промпту, я вам этот промпт скину в свой телеграм-канал, потому что мне вот прям очень понравилось, как он работает. Я по промпту составила себе план тренировок. Вернее, не я составила, он составил. Мы уже в моменте делали ряд изменений. То есть где-то я что-то ему неправильно сказала, я его поправила. Где-то он меня не понял, я его поправила. Тут случилось, что у меня начались месячные, я говорю, давай тренировку помягче. Он мне скорректировал тренировку, поэтому если у вас есть базовая техника, а я считаю, что за 3 года работы в зале базовая техника, то у меня есть. И сегодня я в этом уже убедилась. Поэтому, если у вас есть базовая техника, и вам нужно, чтобы у вас был план, в котором у вас все в одном месте, в котором он записывает веса, он меня хвалил сегодня, чтобы вы понимали. Что тоже очень приятно. Он такой, ты пришла в зал, ты такая молодец. Вообще сегодня ты, скорее всего, вялая и уставшая. Такая, да. Поэтому ChatGPT в этом плане прям тема. Вот вы сейчас все будете смотреть эти ролики, и вам будут говорить Зеленоградск, город кошек. Это просто на улице в Калининграде. Тоже вполне себе город кошек. Если мы еще больше отыщем, я не забуду вам снять, ну, в смысле, в количестве, то я вам покажу. Посмотрите, какой он холеный уличный кот. Да? Ты холеный уличный кот? Дашь тебя погладить? Мама, прости. Мама, я помыла руки. Сколько вас будет смотреть, я не знаю, а мама это точно посмотрит. Так, у нас с вами за окном 22 апреля. Похолодало, как видите. Но я к вам сегодня не с прогнозом погоды, а с историей про больницы. Это то, что я здесь делаю всегда, когда приезжаю, потому что в Чехии хрен дождешься. У меня есть и терапевт, у меня есть аллерголог. С аллергологом мы работаем лучше всего. Я подзагорела за эти дни. Это все долго, хоть за это постоянно платится, но если у тебя ничего критического не случилось, ты в это не пойдешь. А здесь я как бы беру себя в руки, собираюсь, я каждый раз знаю, что это нужно делать, и иду в больницу. Вот. Все это кратно быстрее, все это бесплатно. И вот, я, получается, проверялась в январе, мне брали базовый анализ крови, мочи, мне делали УЗИ брюшной полости. Что мне еще делали? И, по-моему, это все, что мы успели. При этом мне нашли повышенный билирубин, и мы с ним, по-моему, еще вот сейчас 2-й раз анализ будем делать по этому поводу. Так что я пробовала разные больницы. Я здесь пробовала ходить и в частные, сдавать анализы, вот это все относительно недорого, особенно по европейским меркам, но по факту глобально нету смысла переплачивать за то, что тебе сделают и так. Ну, честное слово, еще плюс ко всему у них твоя история, они все знают. Мама там, как всегда, посоветовала врача, к которому нужно идти. В общем, все тихо, мирно, спокойно. А в этот раз я еще прикрепилась к гинекологу и уже была на приеме. Поэтому с какой целью мы сейчас с вами в больницу идем? Мы идем проверить мой билирубин. Мне еще есть на что пожаловаться, я хочу на это пожаловаться. И глобально все. Потому что гинеколога мы сделали, и это было прямо бомба. Знаете, что еще могу посоветовать, если вы затеете такую многоходовку? Анализы с собой сразу несите. Мне бабульки посоветовали в больнице в прошлый раз. Потому что вот сейчас я приду на первичный прием. Мне скажут, здрасте, что болит? Я скажу, вот это болит. Или вот это не болит. Скажу там, типа, давно не была. Они мне такие, идите на анализы. На анализы вам нужно быть натощак. Это не Европа, где нужно только не есть сахар. Здесь нужно прям натощак до сих пор. И принести с собой мочу. А я уже совсем. То есть я сейчас специально иду на ранний прием. Ну как ранний, он 9:30. Но просто вся вот эта вот система работает до 11 утра. И то есть она спокойно сейчас мне через 10 минут даст все бумажки, и я всю себя по этим кабинетам разнесу за один раз. И мне не надо будет ходить дважды.
анализы придут в течение пары дней, и мне нужно идти уже будет только за результатами, а не отдельно сходить получить бумажки, потом сдать анализы и потом идти за результатами. В общем, мне кажется, эта бабулькина схема просто гениальна. Причем, я вам честно скажу, я боялась идти к гинекологу не из-за состояния здоровья, а из-за вот этих вот неуместных вопросов и вообще никаких проблем. То есть конкретный гинеколог, которого конкретно посоветовала мама, к которому она до этого сходила. Вообще, ну типа, они спросили то, что требуется по протоколу, но это было без пристрастия, что меня очень порадовало, прям очень-очень порадовало. Единственное, вы понимаете, что когда вы идете, скоро отправят, в общественную государственную больницу, говорить «я просто провериться» не работает. То есть, если у вас там что-то жмет, трет, давит, вы усиливаете в рассказе свои диагнозы. И тогда вам дадут не базовую проверку, а какую-нибудь что дополнительную. То есть я вот сейчас иду и в голове пролистываю всю эту историю с тем, что я могу сказать, чтобы мне там дали на ферритин провериться, чтобы мне коленку посмотрели, вот это вот все. Вы знаете, я сейчас что сделаю? Я позвоню мужу, потому что муж мои бытовые диагнозы знает, и он всегда говорит, вот тебе пора провериться. Хотя... Ну что у тебя там, насморк твой, чихание эти, постоянно то рука, то нога, то встанешь, заболит, то сядешь, голова закружится. Всего понемногу и везде. На коленку к терапевту меня записали. Так, у нас с вами был прием на 8:36, 8:45, вон я с кровью все сдала. Итак, что же мы с вами имеем в сухом остатке? 15 минут в больнице, мы сдали все анализы. Меня направили к травматологу. У меня есть история с коленкой, я хочу ее посмотреть. Вот. И я могу буквально завтра найти запись. Я думаю, завтра-послезавтра, ну, где она там ляжет. И посмотреть результаты анализов, так как анализы я сдала только что. И результаты уже завтра к вечернему приему точно будут. Также, если вдруг вы не хотите преувеличивать свои диагнозы, как сейчас сделала я, я не то чтобы преувеличила, я просто все в одну концентрацию сбила. Серия, оно все на самом деле есть, просто оно не прям сейчас все. Есть диспансеризация, то есть есть анализы, соответствующие каждому возрасту, которые вообще абсолютно любой гражданин может пройти безвозмездно, как сказала бы сова. И, в общем, вы можете просто прийти в кабинет диспансеризации, и вам по вашему возрасту назначат анализы, с которыми вы тоже можете прийти и посмотреть. Поэтому, зная, как это долго, стрессово, дорого, если делать самому в Европе, и насколько это здесь можно на раз-два сделать, я лично этой опцией пользуюсь. Ну вот буквально с прошлого года. И не пожалела еще ни разу, перепробовав вот абсолютно все. Сейчас мы с вами не получится перебежать. Получилось перебежать. Короче, мы идем к месту, которое, когда мы гуляли с мамой, у меня не было сил снимать. Но это очень красиво. И сейчас по пути с больницы, оно тут у нас с нами. Это Сакура. Но это не просто Сакура. Это очень красивая Сакура. Ну, сквер Пушкина по геолокации. Если вы захотите ее отыскать, вот, она скрещенная с яблоней Салучой. Вот тут я боюсь уже ошибиться. Вот вы уже видите перед глазами, в чем прикол. Вот это и вот это одно и то же дерево. Одно привили к другому. И вместо того, чтобы была чисто сакура, осталось оба вида дерева. Вот. И здесь ровно эта же история. Вот у нас дерево одно, а на нем два разных вида деревьев. Красота, красота. На этой радостной ноте наш калининградский влог с вами заканчивается. В Калининграде я все еще остаюсь, но я хочу вам показать область. Я хотела вам показать, как мы пойдем в клуб, но, похоже, мы не пойдем в клуб, потому что сегодня пятница, а мы как-то не настраиваемся, а завтра мы по области поедем кататься на велосипедах, поэтому жду вас во влоге по области, а на этот лайки хотя бы поставьте, ну и подпишитесь. Спасибо.